Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу предложить вам летнюю модель сандаликов для девочки. Модель открытая, для нее не понадобится очень много ниток, очень много пряжи. И по цвету она тоже очень интересная. Она состоит из нескольких цветов. Это меланжевая пряжа. Лето, много цветов, много запахов, поэтому мне захотелось тоже в одной модели использовать множество цветов. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Для такой модели понадобится не так много материалов. Нитки меланжевые, называются нитки Патриция, 100% хлопок, написано Maxi Color. В 100 граммах 550 метров. Продуцент предлагает крючок 1,25 1,5, но так как я буду вязать в 2 нити, я буду вязать крючком номер 2. Вот такие нитки интересные. Крючок номер 2 будет вывязываться вся модель этим крючком. Ножницы, пряжка. Постаралась подобрать под цвет. Маркеры по желанию. И игла для того, чтобы пришить пряжку. Остался еще вот такой кусочек пластиковой ленты. Это тонкий наполнитель для подошвы. Подошва двойная. Блестящей частью я положила наверх, во внутреннюю сторону, а матовой я положила снаружи, чтобы не так отсвечивала. Вот такая интересная подошва у меня получилась. Этот материал, который я нашла дома, я его не покупала. Это были какие-то продукты. Я вымыла, привела в порядок и вот сделала как наполнитель для моей подошвы. Для вязания таких сандаликов я начинаю с подошвы. Вывязала я подошву с бортиком. Это значит, я первую одну подошву сделала с бортиком, а вторую уже потом привязывала соединительными петлями. Плюс вкладывая вовнутрь вот такой вкладыш. И вот такая чудесная подошва с платформочкой у меня получилась. Вот в изделии они вот такие вот симпатичные пинеточки. Довольно-таки толстая подошва, очень гибкая, очень хорошая. Начну я вязать с увеличенным бортиком. Так как я маленький бортик связала для того, чтобы начать последующее вязание, я буду вязать еще 2 ряда столбиками без накида. Вязать я начну с задней части пинетки. Первая петля. Так мне нужно связать до конца этот ряд и плюс еще один столбиками без накида. Я провязала 2 ряда столбиками без накида. Вот такой маленький бортик у меня готов. Больше высоту я вязать не буду. Я отметила маркером передние 40 петель, так как в этой ситуации очень сложно согнуть пинетку или практически невозможно. Я беру иглу, можно взять спицу и вот таким образом намечаю. Вижу середину и отмечаю с каждой стороны по 20 петель. Вот таким образом я намечаю переднюю часть пинетки. Я начну вязать с центральных петель. У меня центральные петли начинаются вот с этого и с этого края, а середина пустая. Центральные петли это 8 петель. Я маркерами отметила 40 петель. Центральные 8. Если их поделить на половину, то будет 4. Значит, от 20 отнять 4, то будет 16. Я начинаю с 16 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вот с 16 петли я начинаю вязать. Я начинаю вязать 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 9, 10. Теперь мне надо найти с этой стороны. Так как я знаю, что у меня будет 8 петель по центру, дырочка, я отсчитываю таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из 9 петли я буду вывязывать. Можно отметить маркером, а можно немножко петлю эту увеличить, для того, чтобы видеть, с какой петли вы начнете вывязывать. Ввожу маркер с лицевой стороны, провязываю его соединительной петлей. Второй раз соединительной петлей. Теперь мне нужно обвязать эти 10 воздушных петель. Есть 2 варианта. Есть вариант, когда вы с каждой петли будете вывязывать столбик без накида. Вот таким образом. Я буду использовать, как жгут буду обвязывать. Вот таким образом. 1, 2, 3,
9, 10. Делаю 2 соединительных петли. Первая соединительная петля и вторая. Разворачиваю вязание, немножко распределяю, чтобы они были по центру и равномерно. Вот так. И начинаю прибавлять петли. Мне нужно прибавить 2 петли. С каждой стороны по одной петле. 1, 2, 3, 10, 11. Одна соединительная петля. Разворачиваю вязание. Вот из первой петли начинаю вязать 1, 2, 3, 4, 11, 12. Вот она, первая часть уже готова. Вот такой мысик. 12 петель в работе. Я буду прибавлять со следующих вот этих полосок. Для этого мне нужно сначала сделать шлиц. Первая соединительная петля, вторая соединительная петля и третья соединительная петля. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мне надо соединить эти 6 воздушных петель с основным вязанием. Я пропущу 4 петли. 1, 2, 3, 4. И с 5-й петли я начну вязать. Можно делать ниткой, можно делать маркером, отмечать. Я буду считать так. 1, 2, 3, 4. С 5-й петли я буду вязать. Ввязывать. 1, 2, 3. Раз, два, три, 4. 4. Вот так 4. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 2 петли, 1, 2 и в третью петлю провязываем. Соединительную петлю первый раз и второй раз. Разворачиваю вязание и провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Также подбираем 4 петли центральные, провязываем. И в заключение 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительная петля. Вот посмотрите, что уже получается. Потихоньку идем к цели, идем к нашим маркерам. У меня сейчас в работе находится 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков без накида. Почему так произошло? Потому что я прибавила с этой стороны 6 петель, с этой стороны 6 петель. Это уже было 12 и плюс 4 центральные. 16 воздушных петель. Я буду продолжать прибавлять центральные петли. Второй столбик без накида, разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Я ее очень плотно сделала. Вот таким образом. С изнаночной стороны обвязываем все наши петли и плюс 1 петля прибавления с изнаночной стороны. Вязать неудобно, сразу предупреждаю, потому что подошва не гнется, не такая эластичная, как обычная вязаная подошва, потому что она с прослоечкой, и ее сложно перегнуть. Прибавляем с этой стороны 1 петлю, 2, 3,
15, 16, 17, 18. После окончания второй полосочки у меня уже в работе 18 петель. Мне нужно до 22 петель набрать. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля и третья соединительная петля. Теперь мне надо набрать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы посмотрим, где мы будем их привязывать и через какое расстояние. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Точно так же вы можете или же считать. Вот я считаю с изнаночной стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И с 7 петли я буду привязывать. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Надо посчитать. 2, 4, 6. Все правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 и 8. 2 петли пропускаем. Начинаем вывязывать с третьей петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и обвязываю этот жгутик 8 столбиками без накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из полотна 6 столбиков без накида. И с этой стороны обвязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Это последняя петля. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и начинаем считать петли. Количество петель. 8 петель с этой стороны, 8 петель с этой стороны. Это 16. И плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 петли. Прибавлять я больше не буду. Я буду без прибавлений вязать до маркеров. Туда и обратно. Итак, я провязала до маркеров третью полоску. Она у меня шире оказалась. И я ее планировала шире. Она состоит из 2, 4, 6, из 7 рядов. Вот 7 ряд, это лицевой ряд. И теперь я по изнаночной стороне провяжу соединительными петлями. Вот таким образом, чтобы вязание не растягивалось. Вот так. С лицевой у меня будут стежки. Маркеры нам больше не нужны. Передняя часть пинетки почти готова. Ну вот, посмотрите, я связала переднюю часть пинетки. Теперь приступаю к задней части пинетки. Первое, что я буду делать, я провяжу укороченный ряд для того, чтобы поднять немножко пятку. Буду я укороченный ряд вязать с 8 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот с этой петли. Для того, чтобы не было ступеньки, первую петлю я не буду провязывать полноценной. Я ее вот только как закрепляющую. 4, 6, 7. Вот это 8, да? Сколько? 1, 2, 3. Еще 3 петли. 1, 2. И последняя петля соединительная. Нить отрезаю и сразу ее ввяжу,
чтобы в следующем ряду нить у меня была ввязана. Я подхватываю только за задние доли, а там уже можно вязать до конца. Вот такой укороченный ряд у меня получился. Вот здесь пока видно четкое разграничение одного ряда и подъем на второй ряд. В процессе этого будет не видно. Вот посмотрите, укороченный ряд это вот этот. Для сандалика можно даже сделать 2 укороченных ряда, отступить и провязать еще раз только 1 пяточку. Теперь я буду отступать 4 петли и с 5 петли начну вывязывать заднюю часть пинетки. И теперь поднимаюсь на укороченный ряд вот таким образом. Вот эту ступеньку еще видно, но она потом постепенно будет сглаживаться, и вот этот укороченный подъемный ряд, его абсолютно не будет видно. Раз, два, три, 4. Это на последняя петля. Петля подъема. Первый ряд готов, не считая укороченного ряда. Мне нужно туда и обратно провязать еще 7 рядов, чтобы у меня было 8 рядов в высоту. Я довязала все 8 рядов в высоту. У меня в работе 24 петли. В 9 ряду, вот в следующем ряду, я на пятки убавлю 2 петли. После этого в 10 ряду я покажу, как я делаю вот такую дырочку приятную. Я провязала 9 ряд, убавила петли, и у меня должно остаться 22 петли. 10 ряд изнаночный. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 начинаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот посмотрите, что получается. Я начала вывязывать вот эту шлицу. Одновременно я буду вывязывать хлястик. У меня пинетка уже связана на левую сторону. Вот посмотрите, с этой стороны уже бляшечка, застежка. Я покажу вам, как я вязала на левую сторону. Вот я закончила вязание и набираю дальше 31 петлю. Вот так. Вот видите, хлястик будет поворачиваться в эту сторону, на левую сторону. Если вы будете вязать на правую сторону, беру следующий клубок ниток, отматываю какое-то количество. Мне нужно 32 петли. И вот с этой стороны начинаю привязывать 32 петли. Вот эта первая петля, она фактически не считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Для правой пинетки я набрала 31. Вот эта 32 не считается. Вот для того, чтобы у меня застежка была с другой стороны, с правой стороны. И теперь я буду обвязывать. Петля подъема. И начинаю обвязывать заднюю часть пинетки и хлястик. Толщину хлястика вы можете выбрать сами. Застежку вы тоже можете выбрать сами. Вот здесь вот 6 воздушных петель, я их обвязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6 и продолжаю обвязывать дальше. Застежку вы можете выбрать сами. Это значит, вы можете вывязать петельки для пуговичек, вы можете сделать клепочку, а вы можете сделать застежку, как у меня, если у вас такая есть. И вот так, не торопясь, начинаю обвязывать воздушные петли столбиками без накида. Вот. Я сделала толщину хлястика, чтобы она соответствовала моей пряжечке. Поэтому вы можете выбрать сами. Вы можете выбрать толще, если у вас для пуговки, потому что для пуговки нужно еще один ряд связать, чтобы это было посередине, чтобы это было симметрично. Я свяжу хлястик, потому что здесь ничего нету, только вывязывание рядов туда и обратно до определенного мне размера. Пришью застежку, обвяжу столбиками соединительными и покажу вам готовую пару. Я довязала до конца хлястик, пришила пряжечку, обвязала пинетки. И вот такая чудесная пара у меня получилась. Лето. Все краски яркие, красивые. Поэтому пинетки я решила сделать точно такие же, многоцветные. Я желаю вам здоровья, великолепной пряжи и легких петелек. До следующей встречи. До свидания.